Я хочу, чтобы к вечеру вас тут не было. Иначе мне придется рассказать господину Кореневу о вашем прошлом. Какое вы право имеете так со мной разговаривать? Я не сделала ничего дурного и никогда не обижу Володеньку. Ничего дурного? Вы готовы невинность были свою продать? Бог знает, что вас к этому подтолкнуло и почему вы передумали. Но согласитесь, вряд ли вас можно назвать достойной компанией для этого светлого и чудесного мальчика. Как вы смеете? Вы же ничего обо мне не знаете. Я не собираюсь вас судить. Наоборот, готов компенсировать ваши трудности. Но этот дом вы должны покинуть сегодня же. Уберите свои деньги! Вы мерзкий, отвратительный, низкий хам. Что же вы не удосужились поинтересоваться у своей приятельницы, как я оказалась в том борделе? Мне противно даже стоять рядом с таким, как вы. Вы человек без чести и достоинства. Читать умеешь? Ага. Скажи, куда ехать. Что там? Так тоже недалечко. Да. Пане, купите у меня семечки. Вкусни. Я подскажу. Держи. То вам тут надо левее, потом прямо. Строго давай. 2 поворота проедете и держитесь правее. А семечки! К нам его без памяти привезли. Ни имени, ни звания не знаем. Проходите. Где он? Да вот. Сами глядите. Его ли разыскиваете? А вы, верно, друг Алексея Федоровича? Нас судьба с ним в одной камере свела. Господин Решетников. Егор Кузьмич! Не услышит он вас. 3-й день уж беспамятствует. Помолитесь за него, за исцеление тела и прощение грехов. Его врач осматривал. Барин сюда не лечиться привозит. Такова воля бедняцкая, от чахотки помирать. Ступайте и разыщите врача. После идите в аптеку и купите любые лекарства, которые он вам скажет. Если этих денег вам не хватит, пришлете счет по этому адресу. Как скажете, только зря это все. Не жилец он. Делайте, что вам велено. Это очень важно. Не смей умирать. Слышишь? Не смей умирать. Катенька, а что так загрустили? Случилось что? Нет, Матвей Никифорович. Вы не могли бы сообщить Елене Александровне, что мне надо бы срочно с ней поговорить? Ну, пани еще не вернулись и переслали записку, чтобы обедали без них. Ясно. А Дмитрий Владимирович? Их сиятельство у себя в кабинете работает. Господин Решетников, вы слышите меня? Господин Решетников. Лекарство принес. Вы правильно делаете, что надежду не оставляете. Хоть и сказал пан доктор, что шансов, почитай, нету. Все в руках Господа. Только ему известно, что у кого на роду написано. Мне пора.
Как только он начнется, сразу же сообщайте мне. Пришлете нарочного незамедлительно. И я вас очень прошу, сделайте все, чтобы он очнулся. И не жмотничай. Вина хорошего пусть тоже упакуют туда же. Лично каждому клиенту передашь. Здравствуй, Любовь Васильевна. Андрей Андреевич, я рада тебя видеть. Ступай, ступай, Потап. Есть минутка для меня? Надолго тебя не задержу. Конечно. Что-то тебя давно не было, не захаживала к нам. Уж больше месяца поди. В Одессу к Пирогову ездил. Надеялся таки убедить его возглавить больницу. Ну да бог с ним. Помнишь девицу, которую голландец Вангела обхаживал? Увы, с того дня о девице я ничего не слыхала. Ты мне вот что скажи. Как она к тебе попала, а? Только правду. И самое главное, невинность свою продать ее идея была или... Вроде она. Только волосы стрижены. И одета просто по-мещански. Давай веди меня к ней быстрее. Только учти, деньги получишь, когда я удостоверюсь, что это она. Что ты не врешь мне. Далеко идти пан не придется. Вот здесь она, за углом, в салоне у мадам Макаровой. Там самая веселая девица во всем Киеве. И она там среди них. Я ее глазочком видал, когда на письмо в Нежин хотела отправить, да мадам запретила. А мне же говоришь. Давай веди меня к ней. Здесь. Сюда, пане. Вон там она. Неужто ты просто барышом соблазнилась? Ну кто тебе дал право за нее решать? Тут каждая вторая так говорит. Здесь мне не место. Я сразу уйду, как только смогу. Но ведь не уходят, сам знаешь. Никто не уходит. Да где им еще кров дадут? Честный заработок. Защитят, ежели чего. Да я добра и хотела. Ты сама-то веришь в то, что говоришь? Если себя обмануть сумел, ты думаешь, и меня этой байкой про добро убедить сможешь? Тебе с этим жить. Ладно. Где родня ее? Знаешь, как отца, мать найти? Да нет у нее никого, сирота она. Василинка рассказывала, будто у нее был жених из благородных, помер. Нежинский помещик Косыч вроде. Косыч. Вот. Она крепостная моих соседей черницких. Так вот откуда мне ее лицо знакомо. Мадам, простите великодушно, вас там какой-то господин требует. Сильно гневается. Скажи, пусть обождет, коли надобность большая. Ступай! Ты не серчай на меня уж больно, Андрюш. Не такой я и зверь, как тебе ныне сдается. Бывай, Люба. В чем дело? Почему я должен ждать у дверей, как холоп какой-то? Мадам вот-вот освободится, не извольте беспокоиться. Какой черт, дайте дорогу! Придержите-ка лошадей. Добрый день. Прошу прощения, что заставила вас ждать. Но поверьте, это неприятное переживание будет последним в Я этот ищу день. девушку. Беглую, крепостную девку. Я знаю, что вы ее укрываете. Пройдемте ко мне в кабинет. Доброе здоровье, Николай Александрович. Да, здравствуй, Прохор. Меня никто не ожидает? Никто про меня не спрашивал? Никого вроде не было. Ладно, Прохор. Ничего. День добрый, пани.
все-таки пришла. Кто вам сказал, что эта девушка у меня? Вот этот господин утверждает, что видел ее здесь. Да, я ее видел. За нее назначено большое вознаграждение. Возможно, вы читали в газетах. Я готов немедля заплатить вам 5000 рублей. А что же она такого сделала, что вы так жаждете ее вернуть? Она принадлежит мне. Она моя собственность. Вам сказали неправду. У меня живет много девушек, но этой не было. Да как же? Вы же сами мне приказали письмо вам отдавать. Мол, она клиента шантажирует. Повторяю, это была не она. Но вы же... Это была другая девушка. Другая. Немного похожа, но не в точности. Я ее выгнала. У меня здесь приличное заведение, шантажисткам тут не место. Как ее звали? Кого? Девушку! А, Жанетта ее звала. Говори правду, стерва. Какие вы страстные. По билету Улька борщ. Красивая зараза, но она плохо кончит. Да вы не расстраивайтесь так. Приходите вечером. У нас найдется, кому вас утешить. Да какой мне резон вас обманывать, пане? Не мог я так ошибиться. Я синицу с 30 шагов различить могу, пане! Червинку гони давай. Пане! Червінку не вийде, пане. Коні на ногах не стоять. Ніч переночувати треба. Гони давай! Пане! Я слушаю вас, фройлен. Постарайтесь быть краткой. Сегодня слишком хлопотный день. Дмитрий Владимирович, мне очень неловко, что это происходит вот так. Но поверьте, я очень благодарна и вам, и Лене Александровне за то, что приняли меня. Я ничего не понимаю. Прекратите это словоблудие и говорите внятно. Мне очень стыдно, я так подвожу Володю, но я просто вынуждена попросить расчет. Сегодня же. Сейчас. Вас кто-нибудь обидел? Оскорбил? Кто? Кто-нибудь из слуг? Нет, нет, что вы, я просто умоляю вас, спустите меня, ни о чем не спрашивайте. Ваше Сиятельство, к вам господин... Добрый день, Дмитрий Владимирович. Я знаю, что вы безумно заняты, но я прошу пару минут вашего времени. Мое дело не терпит отлагательств. Слушаю вас, друг мой. Всего доброго, Дмитрий Владимирович. Не так быстро, фройлен. Останьтесь, Катерина Степановна. Мое дело касается вас напрямую. Добро пожаловать в киевскую гостиницу «Гранд Париж». Чего изволите, ваше благородие? Лучший номер мне в этом клоповнике. Не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде. Да, принесите коньяку. О, коньяк с самого утра. Фу, какая провинциальная тоска. Кадышник. Червинский! Ну, здравствуй. Данила, какими судьбами ты здесь? Ну, знаешь, государственная служба непредсказуема, друг мой. Да, что здесь творится, а? Да все гостиницы переполнены. Ни в европейской, ни в Белью, ни одного даже захудалого номера нет. Так сегодня у вице-губернатора бальный сезон открывается. Важные гости прибыли.
Ну да ладно. Давай, рассказывай, какие там новости у родных пенатов? Только момент. Эй, человек, убирай коньяк, давай шампанское. Мы с господином Червинским гулять будем. Боюсь, Андрей Андреевич, вашу просьбу удовлетворить невозможно. Фройлен только что попросила меня о немедленном расчете по непонятным для меня причинам. Так что сегодня на балу Владимир петь не сможет. Катерина Степановна, ну как же так? Я умоляю вас, измените свое решение. Если я могу как-то способствовать этому, то вы скажите. Ведь крестник очень любит вас. Но вы ведь сами требовали. Дмитрий Владимирович, это моя вина. Я обидел Катерину Степановну бестактным замечанием о ее немецком. Прошу простить мою несдержанность. И оставайтесь. Фройлен, примите уже какое-то решение, в конце концов. Я могу рассчитывать, что вы продолжите занятия с Владимиром. Да, конечно. Дмитрий Владимирович, я прошу прощения, что побеспокоил вас. Ну что вы, Андрей Андреевич, я всегда рад вас видеть. А вы, Фройлен, на будущее научитесь держать свои эмоции при себе. Подождите, Катерина Степановна. Я должен принести вам свои извинения. Это было непозволительно и бестактно с моей стороны. Госпожа Макарова подтвердила мне ваши слова. Жаль, что моего слова было недостаточно для вас. Так что оставьте свои извинения при себе, Андрей Андреевич. Я даже и подумать не мог, что вы та самая девушка, ради которой ко мне летом приезжал Алексей Косыч. Он с большим вдохновением говорил о вас. Так что с ним случилось? Он умер. Простите. Я, как никто другой, понимаю, через что вам пришлось пройти. Вы богатый, сытый, привыкший к роскоши паныч? Да что вы знаете про Крепаков? Вас хоть раз били, секли до крови, продавали на рынке, как скот. Или, может, на панщине в санцепёк вы падали от голода и жажды? Что вы знаете про мою жизнь? Для вас, панов, человек лишь имущества. Игрушка, которую можно продать, подарить, убить. Не смейте мне говорить, что вы знаете, каково это. Быть чьей-то вещью. Бунт. Ну надо же. В родном болотце да такие страсти. Да черт с ним, с этим нежем, будь он не ладен. Ты-то сам как? Великолепно. Сезон только начался, а у меня уж новый роман. И 2 благополучные дуэли. Да, есть вещи неизменные в этом мире. Данила, не дал тебе судьбу испытать? Один раз живем. Однако мы засиделись. Да, друг мой. Рад был повидаться. Нет, брат Червинский. Судьба не дура. Так просто бы нас тут не столкнуло. Самое время вспомнить, от чего твое имя в Петербурге девицы и до ныне вспоминает с придыханием. Ну и каков план? Как я уже говорил, главное событие года – это благотворительный бал в честь крещения сына вице-губернатора Коренева. Вот такому обходительному кавалеру, да еще герой войны. Там точно будут рады. Черт возьми. Едем. Только сперва на Крещатик, к Тарасову. Негоже кавалеру являться на бал в дорожном платье, а? Давай.
Мамочка, милая, я все-таки буду пить на балу. Нет, Владимир, поэтому я и пришла. Вы злоупотребляете любовью крестного. Крайне невоспитанно заставлять его уговаривать Дмитрия Владимировича. Я его ни о чем не просил. Слово чести. Фройлен Кити. Елена Александровна, Володя говорит правду. Он ни при чем. Это действительно была идея Андрея Андреевича. Господин Жадан хорошо знает, как Владимир грезил о сегодняшнем вечере. Но если это он сам, без вашего воздействия, так уж и быть. Благодарю вас, матушка. Ура! Простите, вы сказали Жадан? Да, Андрей Андреевич Жадан, а что? Там, где я выросла, человеки с такой фамилией легенды слагают. Будто был такой крепостной, который то ли в лесу клад нашел, то ли у пиратов заморское сокровище какое-то отобрал. И выкупил себя и чуть ли не все село. Очень на него похоже. Но никакого клада и никаких заморских сокровищ, конечно же, не было. Андрей Андреевич действительно от рождения крепостной. Он с измольства видел, как помещик издевался над его отцом и матерью и страстно мечтал о свободе. Он работал как проклятый. Сначала в порту, потом на заграничном фактуре, а потом начал свое дело. И что же, ему удалось освободить свою семью? Нет, Вэн опоздал. Родители и сестра не дождались его возвращения. Умерли. Ему выпала страшная участь, но он не озлобился, не возгордился. В Киеве все знают, что господин Жадан поможет любому, кто в беде, крепостному ли, вольному ли. Все равно. Как же такое может быть? Кать, я вас сегодня обязательно познакомлю, и вы поймете, что я права. Ну что ж, пора готовиться. Надя принесет вам платье. Что вы, зачем? Это лишнее. Не обсуждается. Я хочу, чтобы у вас сегодня был прекрасный вечер, и вы чувствовали себя среди всех как равная. Потому что это так и есть. Благодарю. Отличный костюм, Арсений Маркович. Благодарствую. Брат Червинский, увидишь, какая невероятная девица эта Ольга Радзевич. Просто неукротимая амазонка. Что за кислая мина? Да ранение проклятое. Нога опухла. Смотри, здесь тянет, тут висит. И получается тот блестящий кавалер, которого ты живописал. Ну, это мы в момент исправим. Да вы и глазом моргнуть не успеете. Полчаса? Вы кто? Вы Аполлон! Даю слово мастера, секундочку. Ах, подожди. Так. О, брат Червинский. Ну, выглядишь ты, честно говоря, неважнецки. Слушай, а может шут с ним, с балом? В следующий раз гульнем как следует, а сегодня отлежишься? Ну уж нет, брат Кадушников. На диване могу дома отлежаться. Или ты конкуренции испугался? У вас есть карандаш? Да. Будьте добры, пошлите кого-нибудь в аптеку. Вот за этим лекарством. Единственное средство, которое мне помогает. Благодарю вас. Николай, рад видеть. Дмитрий Владимирович, приветствую вас. Прекрасная мысль сделать первый бал в этом сезоне благотворительным.
Это все Елена Александровна. Благородство помысла по ее части. Спасибо, Николай Александрович. Мне, знаете ли, очень повезло с женой. Я с вами полностью согласен, Дмитрий Владимирович. Дорогой, прошу прощения, я покину вас на мгновение. Приятного вечера. Владимир, мы же договаривались, что вы будете в своей комнате, пока вас не позовут. Матушка, я только одним глазком хотел взглянуть. Что ж, любопытство удовлетворено? Тогда возвращайтесь к себе. А где Франкити? А она прячется. Прячется? С таким лицом на балу делать нечего. Нормально у меня лицо. От твоего взгляда все живое каменеет. Что случилось? Пирогов отказался от больницы или цыгане уехали? Не смешно. У тебя какое-то искаженное представление о юморе. И кто же осмелился самому Ждану так настроение испортить? Он жив, этот смельчак? Между прочим, это твоя драгоценная протеже. Это по твоей же воле у Володи появилась новая гувернантка. Катя? Кать, что вы здесь делаете? Я жду. Я ведь никогда прежде не... Там столько людей. Я не смогу. Катя. Разрешите себе получить удовольствие от вечера. Ну что ж, смелее. На балу надо будет танцевать. Ну, друг мой любезный, ты сам виноват. А чего же ты решил на себя роль Господа Бога примерить? А Катя? Молодец, вот это характер. Знаешь что? Недаром Алешка ради нее на все был готов. Смелее. Андрей Андреевич, хочу представить вам эту удивительную девушку, красавицу и умницу. Катерина Степановна Косыч. Представляете, еще сегодня утром она думала, что господин Жадан – это миф, и вас на самом деле не существует, поэтому я и решила, к обоюдному, я надеюсь, вашему удовольствию, срочно исправить это заблуждение. Благодарю, Елена Александровна. Катя, я очень рад. Вы прекрасно выглядите. Дамы и господа, баль! Елена Александровна, вы позволите? Если вы, конечно, не ангажированы. С удовольствием, Николай Александрович.
Простите меня, пожалуйста, я столько всего вам наговорила. Ничего не знаю о вас, обо всем, что вы пережили. Это было грубо и жестоко с моей стороны. Меня тоже не назовешь образчиком такта и вежливости. Так что будем считать, что мы квиты, да? Катерина Степановна, позвольте пригласить вас на танец. Я люблю тебя. Тише. Ты прекрасная, дивная, манящая. Не смотри на меня так. Нельзя. Не здесь, не сейчас. Это такая пытка быть так близко и в то же время так далеко от тебя. Жди меня в дальнем коридоре. Могу без тебя. Я начинаю скучать едва. Мы расстаемся. Это больше, чем я. Вас тяготила эта роль домашней беременницы? Какое-то время я была вполне довольна. Иногда даже счастлива. Быть любимой игрушкой не так тягостно, пока вдруг не понимаешь, что ты не игрушка, что ты не вещь. Но никаких прав у тебя нет. Вы это поняли, когда хозяева вознамерились вас продать? Нет. Когда узнала, как это — любить по-настоящему. Любовь прямо как в сказке. Пришла любовь, и все изменилось. Катя, не преувеличивайте силу этого временного помешательства. Вы просто повзрослели, любовь тут ни при чем. Вы всегда такой циник? Или вам сегодня туфли жмут? Туфли у меня отличные, сшиты на заказ. А вот сказки про то, что жил человек и случилась с ним любовь, вдруг он и мир по-другому видеть стал, верить только дети. Я верю. Но тем хуже для вас. Человек создает себя сам, и только над вещью трудятся другие. Знаете что? Андрей Андреевич, добрый вечер. Вы, наверное, учительница Володи? Меня зовут Ольга. Ольга Платоновна Радзевич.
Дамы и господа, венский вальс. Простите, Катя, я нынче сделала кое-что, возможно, скандальное. Однако считаю, что глупые условности только портят жизнь. Надеюсь, вы меня поймете. Андрей Андреевич, позвольте вас пригласить. Сделайте честь. Фройлен, готов ли Владимир? Да, конечно. Он очень ждет своего выхода. Пригласить его? Прежде сделайте одолжение. Найдите Елену Александровну и передайте, что я настоятельно прошу вернуться к гостям. Мне кажется, Володя огорчится, если его матери не будет во время выступления. Конечно. Вот это размах. Да, это не провинциальные танцульки у Лидочки Шефер. Как твоя нога? Не помешает увести у тебя ту самую скандальную амазонку. Еще докадрили. Ну-ну. Ну-ну. Она пригласила его сама на танец. Надо просто возмутить. Я просто ошарашен. Признайтесь, вам просто нравится эпатировать всех этих снобов. Ну, если я хочу танцевать, глупо подпирать колонну в ожидании приглашения. Вам ведь приятно, что я вас пригласила? Без сомнений. Мир стал бы гораздо проще и лучше, если бы женщины могли так же свободно выражать свои чувства и желания, как это делают мужчины. Осторожнее, Ольга Платоновна. Наше консервативное патриархальное общество боится смельчаков, которые подрывают его устои. Так вы дойдете до того, что дамы сами будут мужчину замуж звать. Не вижу в этом ничего дурного. Многие женщины к этому вопросу подходят гораздо разумнее. Вот, к примеру, приходилось ли вам встречать женщину, которая вышла замуж, потому что у мужчины красивые ноги? Да шаг ему-то Ольга Платоновна не встречал. Вот. Искренне завидую тому, кого вы выберете себе в мужья. Вам не стоит никому завидовать, ведь я выбираю вас. Боже, какой цветник. Глаза разбегаются. И это мы еще в зал не зашли. Что такое? Что с тобой? Кто там? Гриша, Григорий! Гриша! Кто замери, брат? Осторожнее, осторожней. Кладите сюда. Расстегните ему ворот и дайте воздуху. Найдите среди гостей профессора Тищенко и попросите его срочно прийти сюда. Господин Кадышник. Да. Как зовут вашего друга? Червинский. Григорий Петрович Червинский. Офицер, герой Крымской кампании. Крупный помещик из Нежина. Матвей, принесите воды и найдите, в конце концов, Елену Александровну.
Вы слышите меня, пани? Что-то с Николенькой. Что за крик? Что случилось? Пани, их сиятельство требует срочно, чтобы вы пришли в кабинет. Там с одним из гостей совсем плохо стало. С кем? С паном Червинским из Нежины. Пойдемте. Упал, не дышит, но может легко подняться. Вы так многозначительно молчите. Неужели мне удалось вас шокировать? Что вы, Ольга Платон, я для этого слишком много пожил. Но выбор вы сделали, увы, неверный. И что сие значит? Вы отказываете мне? Надеюсь, это не испортит вам настроение, но если вы хотите равных прав с мужчиной, то должны быть готовы к мимолетным разочарованиям. Где вы видели мужчину, который обижается на первый за вечер отказ? 1-1, Андрей Андреевич. Однако, знаете, я просто так не сдамся. Не окажется, или вы угрожаете меня насильно счастливить, Ольга Платоновна? Теперь мне даже немножко жаль, что я категорически не верю в институт брака. Вы самая удивительная женщина, которую я встречал. Благодарю. Ну что? Ушла добыча из расставленных силков. С чего вы взяли, папа? Увяз по самую галстучную булавку. Вы говорите, дело может закончиться гангреной? Боже, какой ужас. Благодарю вас, профессор. Потрудитесь объяснить, где вы пропадаете весь вечер? Вас полчаса нигде найти не могут. У меня, как у хозяйки этого дома, множество обязанностей, и я не могу все время сидеть подле вас. Что с господином Червинским? Он уже пришел в себя? Да, но его здоровье в опасности. Профессор Тищенко говорит о сильнейшем воспалении. С его слов дело может закончиться гангреной. Какой ужас. Да, но господин Червинский отвергает любую врачебную помощь и отказывается ехать в больницу. Твердит о каком-то неотложном деле и все время порывается встать. А с ним кто-то есть сейчас? Нет. Затем я и звал вас. Нужно уговорить господина Червинского лежать, пока я приведу Николая Александровича. Оказывается, этот господин зять его. Кстати, вы не знаете, где сейчас Николай Александрович? Нет. Я его не видела с начала вечера.